Всем большой привет! Сегодня у меня для вас 3 идеи быстрых и полезных завтраков с брокколи и яйцами. Это пышный и нежный омлет на пару, красивые гнезда с желтком, и в конце оригинальная круглая яичница с брокколи по краям и желтком в центре. Выбирайте свой любимый вариант. Все подробности под видео. Поехали готовить! Для всех 3 рецептов нам понадобится всего полкилограмма брокколи. Для начала готовим гнезда. Часть брокколи мелко нарезаем ножом. Морковь натираем тонкой соломкой и добавляем к брокколи. Заливаем все кипятком и оставляем на несколько минут, чтобы овощи стали мягче, но сохранили цвет и текстуру. Теперь подготавливаем яйца для 3 гнездышек. Аккуратно разделяем их на белки и желтки. Желтки должны остаться целыми. Они понадобятся нам чуть позже. Бланшированные овощи отбрасываем на сито. Лишняя влага нам здесь не нужна. При желании их можно слегка просушить бумажным полотенцем. Добавляем около половины белков. Этого достаточно, чтобы масса держала форму. Далее кладем натертый твердый сыр. Оставшиеся белки можно использовать дальше. Например, добавить их в омлет из следующего рецепта. Соль и крахмал. Если масса получается жидкой, добавьте еще ложку муки. На заранее разогретую сковороду добавляем немного растительного масла. Устанавливаем кольцо, чтобы края получились ровными. Выкладываем овощную смесь, аккуратно распределяя ее, как показано на видео. Важно готовить на маленьком огне. В процессе приготовления можно добавить столовую ложку воды. Это создаст пар, овощи приготовятся равномерно и ничего не пригорит. Теперь аккуратно добавляем желток в центр гнезд и накрываем крышкой. Готовим пару минут, пока желток не станет таким, как вам нравится. Нравится вкрутую? Тогда держите немного дольше. Готовим еще 2 гнезда точно так же. Желток можно оставить жидким или сделать более плотным. Смотрите, какая красота получилась! Вкусно, полезно и идеально для утреннего завтрака. Переходим к приготовлению пышного омлета на пару. Оставшуюся брокколи разбираем на небольшие соцветия. Крупные кусочки нарезаем пластинками. Самые красивые откладываем в сторону. Они понадобятся нам для 3-го рецепта. А все остальное делим на мелкие соцветия. Они пойдут прямо в омлет. Брокколи заливаем кипятком и бланшируем пару минут. Так уходит лишняя жесткость и резкий капустный вкус. Для омлета берем 4 крупных яйца и оставшийся белок. Молока добавляем столько же, сколько получилось яичной массы. Добавляем соль и перемешиваем. Если любите омлет поплотнее, просто уменьшите количество молока. Хорошо отжатую от лишней влаги брокколи. И натертый твердый сыр. Все перемешиваем. Берем термостойкую миску, хорошо смазываем ее сливочным маслом и переливаем в нее подготовленную яичную смесь с брокколи. Для паровой бани кладем подставку. У меня обычная металлическая крышка. Сверху ставим миску с омлетом, накрываем фольгой, заливаем теплой водой
и готовим на небольшом огне от 35 до 40 минут с момента закипания. Готовому омлету даем немного отдохнуть, примерно 5 минут. Аккуратно отделяем края лопаткой и переворачиваем на тарелку. Вот такой пышный, нежный и очень вкусный омлет у нас получился. Посмотрите, какая нежная и воздушная структура внутри. Очень рекомендую приготовить. И, наконец, третий вариант завтрака – необычная яичница с красивым желтком в центре. Берем одно крупное яйцо. Аккуратно отделяем желток и откладываем его в сторону. Белок слегка подсаливаем и совсем немного взбиваем вилкой. На разогретую сковороду добавляем немного растительного масла. Я установила кольцо, сковорода у меня большая, чтобы форма получилась ровной. Если у вас маленькая сковорода, можно обойтись без кольца. По кругу выкладываем подготовленные пластинки брокколи. Обжариваем их 2 минуты на минимальном огне с одной стороны, потом переворачиваем на другую. Теперь аккуратно вливаем белок по краю. Ждем, пока он слегка схватится, и затем снимаем кольцо. В центр выкладываем желток. Добавляем на сковороду примерно чайную ложку воды, накрываем крышкой и готовим до нужной консистенции желтка. У меня это заняло около 3 минут. Можно подавать к столу. Посмотрите, какой симпатичный завтрак у нас получился. Все 3 завтрака готовы. Как вам идеи? Что понравилось больше всего? Напишите в комментариях. Готовьте, экспериментируйте и радуйте себя вкусной едой. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!